I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Ребята, на самом деле немногие верят, но действительно поехать таксовать в Польшу — это была и моя мечта. Мне очень нравится общаться с людьми, мне очень нравится узнавать людей разных национальностей, с разных стран. И самое главное, мне нравится не стоять на месте, путешествовать, а плюс еще в данном случае я еще и зарабатываю деньги за свое путешествие. Мне нравится то ощущение, когда ты не знаешь, где ты окажешься на следующий день, даже в следующую минуту, и какие приключения ждут тебя на твоем пути. Вы помните, что я на родине чинил свой старый Мерседес, который ломался каждый день. Это было интересно, потому что каждый день можно было чем-то заниматься. И даже тут я начал узнавать, сколько стоят эти гаражи для того, чтобы начать чинить эту машину собственными руками. Но вот незадача, этот крестеныш абсолютно не ломается. Вчера, кстати, я его оставил нечаянно с включенными фарами и с радио. Через сутки, представляете, он завелся. Эта машина неубиваемая. Ясен хуй, потому что тут нечему ломаться, блядь. 2 рычага, 3 сайлентблока. Но Саня с канала Авто 4 четверки сделал по-другому. Он тоже переехал в Европу, но не пошел в такси. Он переехал в страну родоначальника таких легендарных марок, как Mercedes, BMW, Audi. Она, кстати, тут рядом. Это Германия. И он каждый день прикасается к таким прекраснейшим созданиям, творениям автоиндустрии, как легендарные Мерседесы, BMW, Ягуары. Так как он с самого детства тяготел к автомобилестроению, он своими руками создает, улучшает эти автомобили для своих клиентов. И цель у него купить настоящий американский muscle car, собрать его своими собственными руками. Там каждую неделю выходят новые видео, он очень старается. Поддержите его, как простой парень с нуля двигается к успеху и помогает немцам восстанавливать их классные, прекрасные автомобили. Если вам это интересно, подпишитесь на его канал и напишите ему в комментарии «Привет от меня». Я буду также очень благодарен. Увидимся на его канале, ссылочка будет в описании. А я поехал работать. Нет ничего лучше стаканчика вкусная точка по утрам. Друзья, всем привет! И сегодня пришло время рассказать о той машине, которую я взял для работы. Вы помните, был Mercedes, я его продал достаточно выгодно. Вот в этих видео можете посмотреть, как там я корячился и полгода его восстанавливал, сделал из него китайское AMG. Но пришло время нам от игрушек переходить к делу, и поэтому я взял для работы в такси, в черную, в нелегальную, взял вот этот Ford Fiesta MK6. Сразу хочу вам сказать, что это конченый кусок дерьма. Почему не рекомендуется вообще эти машины брать человеку, который хотя бы как-то разбирается в автомобилестроении, у которого хотя бы когда-то был автомобиль и вообще который имеет нормальное психоэмоциональное здоровье. И почему этот автомобиль я крайне рекомендую к покупке человеку, который, как и я, галимый, конченый, вонючий гастарбайтер, который везде хочет сэкономить, который научился питаться шерстью и листьями, и который хочет заработать хотя бы какую-то копеечку. То есть сегодня мы будем рассматривать эту машину с точки зрения как станка для денег. Вы сегодня просто офигеете от того, что эта вообще машина может и как она может вас убить. Давайте мы с вами ее рассмотрим именно с точки зрения обычного работяги, самого прикладного. Я ее, сука, не мыл ни внутри, ни снаружи. И именно так она должна выглядеть, именно так, возможно, ее вообще задумывали ее создатели. Если у нее, конечно, создатель, мне кажется, ее создатель — это сатана.
Это обычный хэтчбэк. Давайте не путать его с... Есть Фокус, а это Фиеста. Фиеста — это самое конченое бичо. Самое конченое бичо, которое вообще возможно. Вот вы смотрите на этот темно-серый цвет, и вам кажется, что она очень чистая. Вот я ее вчера мыл, просто с цанными тряпками. Она другого не заслуживает, ребята. Вы думаете, ой, как она хорошо выглядит, но мы тут видим, шпаклевочка уже вздулась. Значит, вздулась идеальнейшая покраска бампера. Тут кто-то куда-то влетел. И передняя, все сезонка, сейчас у нас выпадет снег, вот уже там снег сидит. На все сезон резина, она где-то года 13-го. Чтобы вы понимали, в 22К-22 году вообще ездить идеально. 165 на 70 R14. 175 на 65 R14. Тут еще, блядь, разная резина стоит. Вот вы гляньте. Попала по зазорам, базару ноль. Посмотрите на эту решетку. Красуется гордость, значок модели Ford модели T. Отсутствие вот этого лючка говорит о том, что эта машина очень любила брать на клык. В общем, я же вам говорил, что в этой машине, в принципе, нет ничего классного, кроме уебищности ее полной. Смотрите, что мне очень нравится. Это обязательно маленькие зеркала, в которые, поверьте мне, не видно ни хуя. В общем, она 2006 года. Давайте с вами вообще заглянем. Самое главное, это салон. То есть, когда вы решите заработать денег, купите себе такую машину, а на секундочку я хочу сказать, что цена этой машины составляет, где-то ее можно найти за $1300. Вот. Ну, а владелец этой машины говорил, что она стоила ему 2 вместе с газом, чтобы вы понимали. $2000, 2007 год. В Европе такие машины, ну, покупают люди финансово несостоятельные, чтобы вы понимали. Поэтому, в принципе, она нам абсолютно подходит на первых этапах. И давайте с вами с точки зрения прикладного понимания. Во-первых, смотрите, кнопка не работает. Вот если нажимаешь, ничего не происходит. Зато у нас есть бесключевой доступ. Вот, бесключевой доступ дает возможность открыть нам все двери, но не открывает багажник. То есть багажник невозможно открыть. Для багажника есть тоже свой собственный бесключевой доступ. Багажник абсолютно нормальный для того, чтобы закинуть тут свинью. И вот эта бутылка, она нам очень пригодится. Мы не будем на нее садиться, но она будет нашим мерилом благосостояния, сука. Смотрите. Первое, как мы должны проверять машину. Значит, это залазит ли в дверь бутылка, как настоящий газелит. Блять, не залазит. То есть, если вы будете закрывать дверь и потом откроете, бутылка водки или бутылка хорошего белорусского чернила сюда абсолютно не залазит. Это очень большая недоработка. Идеальная система стеклоподъемников. Нажимаем. Хватило где-то часа для того, чтобы закрыть. Самый конченый руль, который я когда-то видел. Чтобы вы понимали, не знаю, как вам показать, но чтобы вы понимали, это пластик. Это не резина, это пластик. Это пластик. Это пластик. Это пластик. Этот руль настолько неудобный. Я всегда ржал с тех людей, которые вешают на него оплетки, но это именно тот момент, когда тут оплетка нужна. Потому что если у тебя немножко влажные руки, этот руль, он просто выскальзывает из рук. Конченые дефлекторы — это просто убожество, блядь. Это просто ужаснейшая хуета, потому что невозможно ни одного нормального крепления сюда закинуть. У меня был, смотрите, бардачок довольно-таки вместительный. Туда можно поместить еще человека, да? Но ни одна нормально не держится держалка для телефона. То есть, если ты ставишь сюда iPhone, к примеру, он либо упадет так, вот я купил специально нормальную держалку, либо, когда ты будешь поворачивать, он выпадет вот таким вот образом. То есть это фиатовская тема. Я встречал такое на Альфа Ромео, на Логанах. Это уебищная хуета. Вообще, как они вообще... Это можно только вот так вот делать. Вот так вот делать. Может быть, для этого оно действительно пригодится. Но нормально, в принципе. Именно поэтому, посмотрите, я взял скотч. Мне ничего не осталось, как, блядь, заклеить это скотчем, чтобы она хотя бы как-то держала. Обратите внимание, какой пиздец. Вы хотите налить из себе стеклоомывайки, и вы ее льете. Смотрите. Она льется неверно, она льется такими 4 струйками, как будто вам обоссали, а дворники не работают. Вот вы просто льете, а дворники не работают. Работает дворник сзади, и он
А тут дворники не работают. Вам нужно сделать второе действие и самостоятельно вот так вот почистить это стекло. Это ужасная хуйня. При этом, если вы так сделаете, у вас продолжает работать дворник сзади. И нужно его и специально отключать вот таким вот образом. Это просто какая-то, сука, конченая дичь. Отвечаю. Новая система безопасности. Хочешь нажать на газ, ты нажимаешь зачастую вот так. У тебя нога не попадает, блядь, туда, куда надо. В этом, конечно, плюс. Ты можешь сюда закинуть то, что тебе надо, кефир. Ты можешь сюда закинуть вазелин. Куда можно закинуть, к примеру, туалетную бумагу, подзаряжатели различные. Туда закинуть, вот так вот закрыть. Видите, не с первого раза. Закрылять и все. И все, что-то там повываливался, тебе вообще похую. Регулировка. Технологические новинки, а умная Fiesta с голосовым управлением дарит ощущение комфорта и свободы. Ну вот я 2 недели так делал, и это, к сожалению, ничего не регулирует. Но зато они, вместо того, чтобы сделать какой-нибудь круиз-контроль, они сделали вот эту ужаснейшую регулировку радио. Как откуда-то с Citroёn пошла ужасная хуета. Видишь, как работает колонка рулевого колеса. Они даже не удосужились закрыть ее каким-то кожух. Ты видишь просто все механизмы, просто как на повозке деревенской, ты видишь это все. Расположение, да, то есть как я еду. Это вот так. Обратите внимание, сколько остается заднему пассажиру. То есть... Угу. Второе! Газку! Газку давай, третье давай! Хуй ты улыбайся тут нахуй! Наоборот, чем больше у тебя света, тем лучше. Но это как бы моя философия, да? Но по какой-то причине оно выключает ближний свет. То есть, когда ты едешь вдаль, ты вблизи ничего не видишь. Какая-то дискотека. Возможно, это сделано с точки зрения экономии, то, что генератор, ну, то есть, не приспособлен для этого. Но это вообще просто бред. А, видите, а дворник-то до сих пор работает. Это настолько бесит. Зато, конечно, радует заправка. Вот сейчас я заправил полный бак, 38 литров на 113 злотых. Тут вы посмотрите, сколько это означает. У нас газ подешевел. Был 3,09, стал 2,96. Это удивительно. В Европе бывают такие фокусы, когда топливо не дорожает, а дешевеет. Газ подешевел на 10%, 274. Что? Значит, еду заправляться. Хоть мне и не надо заправляться на ей, еду по 2,74 заправляться на Shell. Нет, она сначала дорожает, а потом она дешевеет. Ну, потому что оно тут зависит от цен на нефть, в отличие от наших стран. Вот я сейчас вставил газ. Полного бака хватает, если не жать сильно на тапку, 400 километров, иногда даже больше. Но так как я неугомонный тип, то, соответственно, мне хватает где-то на 380 километров. Это все равно дешево, она есть 10 литров газа. В принципе, это очень доступно, блядь. В Польше вообще очень много ноунейм заправок. Типа не BP, не Shell, а какой-то вообще, ну, залупа какая-то. И там газ всегда дешевле. А есть еще вообще кустарные заправки, они вот стоят, вот представьте, такой деревенский дом, блядь, и за забором где-то в кустах стоит такие бочки, блядь, и там вообще заправляет намного дешевле. Но есть вероятность, что там еще могут наебать. Тут эти заправки вообще на каждом шагу. Видите, девочка подъехала на такой же Фиесте, только на МК-7. Вот это обе хуйни такие, что я, блядь, ебал ее, мам. Только там еще, о, видите, заглохло. Только плохое сцепление. Только там еще есть возможность подключить к Bluetooth, блядь, телефон. А так, в принципе, разницы нет никакой. Начала спускать колесо, но я его, как вы понимаете, менять не собираюсь. Я его просто подкачиваю. Ну, конечно, 95-й тут стоит 1,5 евро, и это, конечно, бьет. Бьет по самолюбию, блядь. Не готов я такие деньги платить. Но все равно эта машина на прогреве, немножко бензина-то и есть. Чтобы не спалить насос, нужно ее заправлять. Поэтому, если бы был 86-й, я бы лил 86-й. Естественно.
Ребят, ну единственное, конечно, что радует, очень большой плюс всех фордов, которых я только видел, не знаю, может быть, это просто офигительная музыка. Вот представьте, это говнище, стоящее возле супермаркета, которое выглядит уебищнее даже, чем я. Посмотрите, какая у нее классная музыка. Смотрите, вы садитесь, подключаете такой AUX и погнали. Давайте посмотрим. Везде колонки, это пиздец. Очень крутое музло, поверьте мне. Смотрите. Офигеть. Это еще не самые максимальные басы. Я понимаю, что это глупо вообще слушать музыку через YouTube. Блять, но вы, наверное, сами понимаете, что музыка тут очень крутая. Тут не стоит никакого сабвуфера, это обычные колонки. То есть, действительно, Sony, вот это, возможно, голова Sony, да, и в большинстве фордов у них очень хорошие головы, блядь, и я вам хочу сказать, это спасает. Вот если бы не это, эта машина бы считалась полное дерьмище. Но так это может даже претендовать на половину дерьмища. Блять. Воу-воу, стой, а где это я тебя видел? А, это же Леха Боровой, обычный пацан, который поехал работать в Польшу и, похавав там довольно нелегкого хлеба на польских заводах, абсолютно легально очутился в США, где сейчас и двигается к своей мечте в городе, так хорошо знакомым нам по фильмам и играм Лос-Анджелес. Деньги там растут на деревьях, так может показаться с первого взгляда, однако везде надо вкалывать. И Леха своим примером доказывает, что под сидящий зад бакс не подложишь. Помимо этого, в перерывах между различными сложными работами знакомится с красивыми девушками и общается с нашими кумирами, к примеру, Денисом Чердаком. В общем, если ты хочешь посмотреть, как этот обычный парень выживает в такой огромной стране, как Америка, и вообще узнать, как можно туда попасть, ссылочка на канал Лехи будет в первом комментарии к этому ролику. А ведь я помню в 2019 году, как Леха приезжал ко мне в гараж и покупал какие-то запчасти для своей развалюхи. А сейчас уже в Америке с заработком в несколько тысяч баксов в месяц. Ну что сказать, красава, будем следить. Пришло время побазарить за ходовые качества, которых тут нет. Все. Вчера поменяли колесо, и руль все равно стоит на полшестого. Короче, что-то с этим развалом не то. Он стоит $35, и его нет никакого желания делать, я вам честно могу сказать. Поэтому я лучше буду с кривым рулем ехать. Но я вам хочу сказать, что меня больше всего бесит, это радиус разворота на месте. Полностью выкрутил руль. Первое движение. Назад. До конца. Второе движение. Не получается. Третье движение. Вы можете сказать, это же переднеприводная машина. Там же шмусы. Ну это понятно. Но на ней реально нигде невозможно нормально развернуться. И владельцы этих фордов это знают. Поэтому, когда вы будете разворачиваться, вам надо найти поле. Вывернуть полностью в правую сторону, потом вывернуть в левую сторону и с диаметром в 100 метров развернуться. Потому что это же хэтчбэк, ты же должен нормально разворачиваться. Но почему этого не происходит? Владельцы фордов, скажите мне по поводу того, как она едет и ее динамика. Давайте попробуем. Мы включаем вторую передачу и делаем тапку в пол. Перед нами BMW. Мы разогнались всего лишь плюс на 15 км в час. Мы просто наша, это самое... Она держит поворот. Удивительно, на этой машине стоит резина, только вдумайтесь, 2011 года. Зато какая? Йокогама, ребята, Йокогама. То же самое практически, как в Формуле 1. Там, блядь... Да, понятно, что за счет... Ай, сука! Блядь! Сука, меня чуть не занесло, ёбаный в рот. Она держит поворот. Удивительно.
переезжая на более почищенные дороги. Тормоз. Ну, где-то метров 20, короче. Но это еще не рекорд, было 40. Так, ребят, короче, я забрал 2 баллона резины 14 за 180 злотых. Некуда положить, но я думаю, что они отлично. Резина года дореволюционного. Я думаю, что она с мясом, с индейкой отлично будет сочетаться. Вот прямо так вот и сделаем. И сразу едем переобувать. Но я не уверен, что она будет лучше, чем та, которая у меня стоит. Ладно, эксперимент есть эксперимент. Это в 2 раза дешевле, чем новая. А сейчас пришло время поговорить о подвеске, вернее, о ее отсутствии. Передняя часть подвески из себя представляет классический Макферсон, то есть амортизатор вместе с пружиной в одной стойке, нижний рычаг с шаровой, который меняется отдельно, и косточка-стабилизатор, которая должна давать какую-то стабилизацию. И также еще это рулевая рейка с наконечниками. Задняя же ось — это обычная балка. Вы спросите, как эта машина в управлении? Это настолько же глупый вопрос, как и спрашивать то, как управляется лошадиная повозка. Вот да нахуй ее. Пиздец. Ёб твою мать. Ебать колотить. Даже если бы в эту машину установили рессоры, мне кажется, она была бы покомфортнее. Но из плюсов ее дешевизна в ремонте. Вы видите нижний рычаг, который сможет заработать себе любой школьник, сэкономив на обедах. Поменять вы это все сможете в поле. И этим эта машина, конечно же, выигрывает у Мерседеса, который у меня был. Ну и за $50 вам дадут мешок этих запчастей в любом автомагазине. Куча аналогов, и этим эта машина, конечно, выигрывает для такси, доставки или для поездки в деревню. Все. Ну что, на что ты способна, малышка? Нихуя себе! Офигеть! Это какая-то жесткая тема. Мне сказали, что это будет 1.2, а это, оказывается, что-то турбированное, интересное такое. Ну ладно, поездим. Наездил я, конечно. Масло, блядь, осталось на 3 дня. Значит, давайте резюмируем по поводу этой тачки. Минусы. Вы не получите никакого комфорта. Эта машина заставит ваш позвоночник высыпаться вам в штаны. Самодвижущаяся повозка, вот эта, с двигателем внутреннего сгорания, не больше и не меньше, за $2000. $2000 это цена айфона, ребят. Но плюс, это я называю станком для печатания денег. В действительности, когда вы сюда садитесь, вы должны понимать, что вы печатаете деньги, потому что она приносит доход, она не ломает. Это уже мертвец, в принципе, поэтому его невозможно убить. И он даст вам возможность зарабатывать деньги. Такси. $2000 на газу, полностью обслуживано, работает в такси, каждый день приносит доход около $70-100, чтобы вы просто понимали. Если вы хотите посмотреть мое интервью, как я приехал в Польшу, как я работаю в такси, с какими я проблемами столкнулся, как я начал работать в такси, и уже на 2-й день я уже начал зарабатывать деньги, переходите на канал Влада Шерифа, я оставлю тут ссылочку. Мы записали первое интервью в моей жизни, не знаю, как получилось. Посмотрите, послушайте, я думаю, для вас будет интересно. Поэтому всех обнял. Пишите ваши комментарии, если у вас также есть такая машина, пишите, может быть, что-то я не рассказал, что аренда этого автомобиля, я его не купил, я его арендую, в неделю стоит всего лишь навсего $65. А каждый день она приносит примерно такие же деньги. То есть я за 1 день отрабатываю аренду. Поэтому, ребята, я думаю, что это прекрасное предложение, как первая машина. Пишите, что вы думаете. Да я ее могу даже за 4 месяца заработать тут. Если хотите узнать и тоже начать работу в такси в Польше, пожалуйста, по ссылочке проходите и смотрите. Все, всех обнял и пока. Спрошу в новом году, что ты мне под елочку положил что-то из этого. Ну хоть мопед. Не, я гелик не прошу. Ну хоть хотя бы Астон Мартин. Можно я тебя попросить? Или вот такой Дукати, чтобы я на доставку смог спокойно ездить. Можешь? Да, ребят, не думал я, конечно. Думал, будет посовременней. Одно старье какое-то стоит. Такое же, блядь, как и у меня. Вот это вообще пиздец, позорище. Какая марка?
Ну, что и требовалось доказать. Марка из 3 букв. Короче, нечего тут смотреть, погнали.